Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске. Сильный снегопад накрыл Мурманск. Сильное наводнение на острове Бали. Обрушение дороги на Кузбассе. Последствия зимних снегопадов на Камчатке. Сильный лесной пожар в штате Джорджия и много других событий. Всего за несколько часов облик Мурманска изменился до неузнаваемости. Город, где еще пару дней назад вовсю хозяйничала весна и практически полностью растаял снег, оказался под массивными сугробами. Резкая смена погоды была вызвана вторжением глубокого активного циклона, пришедшего со стороны Баренцева моря. Стихия принесла в регион не только обильные осадки, но и ураганный ветер, порывы которого в прибрежных районах достигали штормовых значений. Видимость на дорогах города и федеральных трассах упала до нескольких десятков метров, вызвав транспортный коллапс и многочисленные аварии, что заставило экстренные службы перекрыть движение на ряде наиболее опасных участков. По прогнозам синоптиков, это лишь начало затяжного погодного испытания. Метеорологи уверены, что циклон задержится на Кольском полуострове как минимум на 3 суток, в течение которых интенсивность осадков будет только нарастать. В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия во вторник на автомагистрали Колима-Мансанильо погиб один человек и еще один получил травмы. Инцидент произошел около полудня, недалеко от въезда в район Боярда в муниципалитете Текаман в мексиканском штате Колима. Водитель автоцистерны, перевозивший дизельное топливо, потерял управление транспортным средством в районе заправочной станции, что привело к опрокидыванию и мощному взрыву. Разлившееся горючее спровоцировало масштабный пожар, охвативший обе стороны трассы. Пламя перекинулось на ехавший следом грузовой тягач, который также получил значительные повреждения. Всего в результате аварии пострадали 3 автомобиля. Прибывшие на место парамедики Красного Креста констатировали смерть водителя цистерны и оказали помощь второму пострадавшему, который отказался от госпитализации. Жители близлежащей колонии Боярда уже заявили о намерении требовать компенсации за ущерб, нанесенный взрывом их имуществу. В среду на индонезийский остров Бали обрушились сильные ливни, ставшие причиной стихийного бедствия в округе Табанан. Наиболее сложная ситуация сложилась в районе Марга, где в деревне Кукух, в частности в Банжаре Лодаланге, произошло сильное наводнение. Из-за интенсивного дождя, не прекращавшегося в течение нескольких часов, местная дренажная система и ирригационные каналы не справились с объемом воды, что привело к затоплению жилых домов, сельскохозяйственных угодий и основных дорог. Вода прибывала стремительно, местами достигая метра. В настоящее время в пострадавшем районе наблюдаются перебои с электроснабжением и связью. Дорожное сообщение между населенными пунктами серьезно ограничено из-за высокого уровня воды. Метеорологи предупреждают о сохраняющейся вероятности повторных осадков в данном регионе в ближайшие сутки. В жилом районе Пакоэма, расположенном в долине Сан-Фернандо на окраине Лос-Анджелеса, одномоторный самолет Cessna 172 при заходе на посадку в аэропорт Вайтман задел высоковольтные линии электропередач и рухнул на проезжую часть в нескольких кварталах от взлетно-посадочной полосы. В результате столкновения произошел мощный взрыв. Несмотря на охватившее кабину пламя, не дожидаясь приезда спасателей, группа очевидцев бросилась к горящим обломкам и сумела вытащить из кабины 72-летнего пилота, который находился в шоковом состоянии, но был в сознании. Мужчину успели оттащить на безопасное расстояние буквально за мгновение до того, как огонь полностью охватил фюзеляж. Прибывшие на место парамедики госпитализировали пострадавшего. По предварительным данным, он получил травмы средней тяжести и ожоги, однако его жизнь находится вне опасности. В результате инцидента произошло отключение электроэнергии, затронувшее сотни жилых домов и коммерческих объектов. Специалисты Федерального управления гражданской авиации сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента.
Прошедшая зима на Камчатке стала одной из самых суровых и снежных в современной истории наблюдений, побив рекорды 60-летней давности. Высота снежного покрова в жилых районах официально достигала 1,7 метра, однако в результате сильного ветра образовались сугробы высотой до 5 метров, закрывшие окна вторых этажей. Аномальные снегопады нанесли колоссальный ущерб автовладельцам. Под многометровым слоем снега оказались погребены десятки и даже сотни машин. Фиксировались случаи, когда хозяева подавали заявление в полицию, не найдя свои авто под гигантскими сугробами. Тяжелая снежная масса привела к деформации крыш и выдавливанию стекол. Дополнительный урон автомобилям нанесла снегоуборочная техника. Во вторник вулкан Сакурадзима вновь напомнил о себе мощным извержением. Согласно данным Главного метеорологического управления Японии, взрывная активность произошла в кратере Минамидаки, в результате чего в небо поднялся густой столб пепла и дыма, достигший высоты 2700 метров. Извержение сопровождалось выбросом крупных вулканических камней, которые разлетелись на расстояние более километра от вершины вулкана. Местные власти сохранили 3-й уровень опасности по 5-бальной шкале, что подразумевает запрет на приближение к горе. Жители префектуры Кагасима предупредили о возможном выпадении пепла. Предупреждение коснулось также авиаперевозчиков и операторов железнодорожных линий, так как пепел может повлиять на видимость и работу двигателей техники. Специалисты напоминают, что Сакурадзима находится в состоянии постоянной активности, и подобные выбросы являются частью текущего цикла жизни вулкана, требующего от населения постоянной бдительности. В округе Брантли в штате Джорджия объявлено чрезвычайное положение из-за сильного лесного пожара, получившего название Highway 82 Fire. Огонь стремительно распространился из-за сильного ветра и засухи, охватив к вечеру 22 апреля более 2000 гектаров. По официальным данным, стихия полностью уничтожила не менее 54 жилых домов и строений, при этом в некоторых районах, таких как Галбери-Роуд, разрушено до 99% жилого фонда. Власти ввели обязательную эвакуацию для жителей районов Браунтаун-Роуд, Хэппи-Холлоу и населенных пунктов вдоль трасс. В городах Нахунта и Хобокен для пострадавших были открыты временные убежища. Локализация пожара на текущий момент составляет всего 10%, и спасатели выражают серьезную обеспокоенность тем, что ветер может перебросить пламя через реку Сатила, угрожая новым территориям. Все школы округа закрыты, для борьбы с огнем мобилизованы силы Национальной гвардии Джорджии. Дым от пожара ощущается даже в Атланте, расположенной в 320 километрах к северо-западу, что побудило власти штата ввести временный запрет на любое разведение огня на открытом воздухе в 91 округе южной части Джорджии. В Кузбассе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за обрушения участка трассы Бийск-Мартыново-Кузядеево-Новокузнецк. Инцидент произошел на 186-187 километрах автодороги в Новокузнецком муниципальном округе, где в результате схода оползня, вызванного перенасыщением грунта талыми водами, дорожное полотно буквально провалилось под землю. Глубина и характер разломов сделали проезд невозможным. На месте ЧП работают экстренные службы, движение полностью перекрыли для всех видов транспорта. Госавтоинспекция Алтайского края уточнила, что закрыт отрезок со 161 по 198 километр. Сообщается, что альтернативного объезда на данном участке не существует, поэтому прямое сообщение между Новокузнецком и Алтайским краем по этой магистрали временно прервано. Из-за обрушения от транспортного сообщения оказались отрезаны 6 населенных пунктов. В районе моста Сурамаду, соединяющего город Сурабая и остров Мадуро в Индонезии, прошел водяной смерч. Возникновение смерча было вызвано формированием кучево-дождевых облаков в период смены сезонов, когда сильные восходящие потоки влажного и теплого воздуха создают мощную турбулентность.
Несмотря на пугающий масштаб воронки, сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, так как вихрь рассеялся, не достигнув суши и не задев проезжую часть моста. Тем не менее, власти и спасательные службы призвали рыбаков и водителей сохранять бдительность, так как подобные явления могут вызывать резкое усиление ветра и высокие волны. Сильный лесной пожар вспыхнул в среду в японском поселке Оцучи, расположенном в уезде Камихэй префектуры Ивате. Очаг возгорания был зафиксирован в лесистой местности на окраине города, однако сильные порывы ветра способствовали стремительному продвижению огня в сторону жилых кварталов, что заставило местные власти объявить экстренную эвакуацию для жителей близлежащих районов. К тушению были привлечены десятки пожарных расчетов префектуры Ивате, а также задействована авиация сил самообороны Японии. Ситуация осложняется установившейся в регионе засушливой погодой, которая делает лесную подстилку крайне воспламеняемой. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Муниципалитет развернул пункты временного размещения для эвакуированных граждан, обеспечив их всем необходимым. На филиппинском острове Негрос зафиксировано усиление активности вулкана Канлаон. Согласно сводкам сейсмологов, кратер произвел серию выбросов, в результате которых над вершиной поднялись густые шлейфы пара и пепла. Высота выбросов достигла 500 метров, после чего облако подхватили воздушные потоки и унесли в юго-западном направлении. Текущая обстановка характеризуется повышенным уровнем гидротермальных процессов, из-за чего сохраняется в силе второй уровень тревоги. Специалисты предупреждают о сохраняющейся вероятности внезапных паровых взрывов и призывают местных жителей строго соблюдать границы 4-километровой зоны постоянной опасности. Авиационным службам рекомендовано избегать полетов вблизи вершины из-за риска повреждения двигателей вулканическим пеплом. В среду высокогорное село Монастир, расположенное в Родопских горах в Болгарии, накрыл неожиданный снегопад. Арктический циклон принес в регион резкое похолодание и интенсивные осадки, которые на высоте свыше 1400 метров начали переходить в мокрый снег, быстро сформировав снежный покров. По данным синоптиков, умеренный и сильный северный ветер способствовал удержанию низких температур. На высоте 1200 метров столбики термометров опустились до плюс 4 градусов, а в более высоких точках – до нулевых отметок. В зоне риска оказались цветущие деревья, которые в условиях низких температур могут остаться без плодов. Водителей призвали к осторожности при пересечении горных перевалов в Родопах, так как мокрый снег и порывистый северо-западный ветер могут создать аварийную обстановку на участках со сложным рельефом. Медведь на 4 часа перекрыл движение на одной из улиц в Олбани в штате Нью-Йорк. Точнее, перекрыл не сам, а полицейские и спасатели, которые закрыли проезд и ждали, когда косолапый, который зачем-то залез тут на дерево, уснет. Местные жители заметили годовалого медвежонка еще около 2 часов ночи, а к утру он забрался на высокое дерево, привлекая толпы любопытных прохожих. В него выстрелили дротиком со снотворным. Спустя примерно 15 минут седативное средство подействовало, и сонный хищник, некоторое время отчаянно цеплявшийся когтями за ветку, сорвался вниз на подготовленную внизу страховочную сеть и мягкие маты. После ветеринарного осмотра животное было признано здоровым, помещено в клетку и позже выпущено на волю в лесах Кацкильских гор. В среду регион Эль-Касим в центральной части Саудовской Аравии оказался в эпицентре мощного атмосферного фронта, принесшего с собой рекордные осадки и крупный град. Стихия, начавшаяся еще в начале недели, достигла своего пика. Сильный град, местами достигавший размеров куриного яйца, покрыл дороги и пустынные территории плотным белым слоем. Проливные дожди, сопровождавшие шторм, привели к резкому повышению уровня воды в пересохших руслах рек и вызвали локальные внезапные паводки в городах Бурайда и Унайзе.
В Унайзе были зафиксированы подтопления жилых кварталов и рыночных площадей. Под знаменем Национального центра метеорологии в отдельных районах Эль-Касима за последние сутки выпала норма осадков, сопоставимая с годовыми показателями для этого засушливого региона. В целях обеспечения безопасности граждан власти провинции приняли решение о приостановке занятий в учебных заведениях и переводе студентов на дистанционное обучение. Жителей призвали избегать низин и русел рек, а также воздержаться от поездок в районы, наиболее пострадавшие от разгула стихии. В сети набирают популярность уникальные кадры, запечатлевшие скрытый от глаз процесс вскармливания детеныша синего кита в толще океана. Главной особенностью этого биологического процесса является консистенция китового молока, которая визуально напоминает густую зубную пасту. Такая необычная структура — не случайность, а важная адаптация для жизни в соленой воде. Поскольку процесс происходит в жидкой среде, обычное молоко мгновенно растворилось бы в океане. Чтобы решить эту проблему, организм матери вырабатывает продукт с экстремально высоким содержанием жира, достигающим 50%. Благодаря такой плотности молоко приобретает свойства полутвердого вещества, которое не смешивается с морской водой. Самка буквально впрыскивает эту питательную массу в воду, а детеныш заглатывает ее целиком. Этот энергетический коктейль позволяет малышу синего кита набирать до 90 килограммов веса каждые сутки, обеспечивая самый стремительный рост среди всех живых существ на планете. Пакистанский художник Зубаир Ахмед Пирзада создал огромный песочный портрет погибшего президента Ирана Сейда Эбрахима Раиси на побережье Гадани в провинции Белуджистан. Работа стала символом культурных связей между странами после авиакатастрофы в мае 2024 года. Портрет, запечатленный с дронов, привлек внимание общественности, став временным мемориалом, отражающим региональную реакцию на смерть иранского лидера. Один из самых активных вулканов Филиппин, Майон, продолжает демонстрировать высокую активность 109-й день подряд. Согласно сводкам сейсмологов, по склонам горы непрерывно стекают раскаленные лавовые потоки, сопровождаемые частыми камнепадами и опасными пирокластическими потоками. Эти стремительные смеси горячего газа и вулканических обломков представляют собой главную угрозу для прилегающих территорий, так как способны мгновенно испепелить все на своем пути. Над вулканом сохраняется 3-й уровень опасности, что указывает на высокую вероятность опасного взрывного извержения в ближайшие недели или даже дни. Сейсмические датчики фиксируют постоянное дрожание почвы и значительные объемы выброса диоксида серы, создающего смог в окрестных поселениях. В связи с сохраняющейся угрозой власти сохраняют запрет на нахождение в 6-километровой зоне от вершины вулкана. На побережье Омана береговую линию города Мирбат и прилегающие участки побережья буквально заполнили тысячи выброшенных на песок креветок и мелких ракообразных. Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях, где распространились кадры усеянных морепродуктами пляжей. Специалисты и местные власти поспешили успокоить общественность, заявив об отсутствии признаков антропогенного загрязнения воды. Согласно отчетам экологов, массовый выброс обусловлен комплексом естественных океанических факторов, характерных для данного региона в это время года. Основными причинами называют резкие колебания температуры воды и сезонные изменения в системе течений, которые могли спровоцировать подъем глубинных вод с низким содержанием кислорода. Оказавшись в прибрежной зоне с дефицитом кислорода, ракообразные теряют ориентацию и выносятся сильным прибоем на берег. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.